Всем привет! Я снова решила поделиться с вами мнением об одном из отелей Таиланда, в котором мы отдыхали в августе 2023 года. Отель Аяри Place Resort находится в районе Бангламун на второй береговой линии от пляжа Джамтьен, до которого от отеля можно дойти примерно за 10 минут. Также в полукилометре от отеля находится автовокзал с автобусами до Бангкока и не только. Аяри Place был открыт более 10 лет тому назад. Последняя реновация осуществлялась в 2015 году. На момент записи видео отель позиционирует себя на своем сайте как 5-звездочный, хотя на некоторых агрегаторах и в Гугле он все еще помечен как 3-звездочный. Аяри Place состоит из двух 8-этажных корпусов. Основной Аяри Wing с номерами типа Deluxe и семейными, и второй Nara Wing с бюджетными комнатами без балконов. Лобби со стойкой регистрации находится в основном корпусе, войти в который можно с двух соседних улиц. Само лобби выполнено в смешанном стиле, с массивными деревянными креслами и столами, шикарными люстрами и шкафом с небольшой библиотекой, украшенной венецианскими масками. Переходим к номеру. У нас был делюкс, который располагался на 5-м этаже. Рядом с каждой комнатой висит симпатичное панно с цветами и номером, а на дверях слоники, но нашего кто-то оторвал. В номере могут располагаться 2 персоны. Каждый дополнительный гость стоит 500 бат за ночь. Но что-то мне подсказывало, что никто не смотрит вообще, с кем и куда вы идете. Ресепшионистки все время были погружены в компьютеры или вообще копались в бумагах где-то под стойкой. В нашем номере было заявлено 2 отдельные кровати, и они были, но одна была двуспальная, а вторая односпальная, то есть по факту на 3 взрослых людей. Внутри номера есть все, что необходимо для комфортного размещения, даже на длительный период времени. Большой холодильник, телевизор, электрочайник, фен и даже небольшой кухонный гарнитур с раковиной и плитой для готовки. При этом посуда и столовые приборы даются за отдельную плату, микроволновки нет. Сам номер очень просторный, с множеством мест для хранения вещей и достаточным количеством розеток. Серьезно, тут даже на потолке есть розетка. Чего я не поняла, так это стены прямо напротив кровати, за которой был телевизор. Почему было не повесить телевизор на эту стену? В чем была задумка дизайнера? Я не знаю. Света в номере более чем достаточно, и вы не будете по вечерам чувствовать себя как в склепе с 2 несчастными прикроватными лампами. Ванна тоже просторная. Из косметики давали гель, шампунь, ватные палочки, шапочку и зубные щетки. Пополняли их каждый день во время уборки. Мебель в нашем номере была симпатичная, массивная, деревянная, но подуставшая. Где-то не хватало ручек, где-то ящики плохо выдвигались. У прикроватных тумбочек были интересные розетки с заглушками в тех местах, куда вставляются штифты-вилки, и которые не продавливают внутрь, а сдвигаются в бок, что было сделать весьма затруднительно. И это оказались единственные розетки с такими заглушками. Мы их победили, но вопрос, зачем такое делать, остался. Балкон тоже весьма просторный, с сушилкой, 2 деревянными стульями и столом. Вид у нас был на бассейн, но, как я поняла, у основного корпуса все номера идут с видом на бассейн. И тут надо добавить, что чем выше этаж, тем интереснее вид с балкона. У нас была видна лишь небольшая полосочка моря над крышей здания, примыкающего к отелю. Про шумоизоляцию ничего не могу сказать, так как мы были вне сезон и нам дверьми никто не хлопал. А окна, при том, что они были в пол, отлично заглушали звуки с улицы. Мы прекрасно высыпались. Бесплатный Wi-Fi ловит на всей территории с весьма приличной скоростью, но в разных зонах имеет разный пароль. Так, в номере вы вводите один пароль и подключаетесь к одной сети, а у бассейна и в лобби это будет совершенно другая сеть с другим паролем. Он указан на ресепшене. Также в отеле есть небольшая тренажерка с набором гантелей, скамьей, велотренажером и беговой дорожкой. Ключ от комнаты можно взять на ресепшене без какой-либо записи. Немного о завтраках. Ресторан с ними находится на 1-м этаже корпуса Nara. Для посещения на ресепшене надо взять талон. Сервируются завтраки по принципу шведского стола. Увы, в основном это блюда для азиатской аудитории. Из европейских блюд присутствуют сосиски, ломтики ветчины, овощи с фруктами, яичница, тосты и хлопья. Все остальное это рис, том-ям, яичная лапша с овощами или мясом и все в этом духе. Если вы любите покушать острое или навернуть мясо с макаронами, то вам понравится. Нам хватало, так как мы не фанаты обжираловки на завтрак, но я бы добавила сыр и какой-нибудь йогурт. Рацион в течение недели не меняется. Из напитков предлагают порошковые соки, молоко
молоко, чай, растворимый кофе и воду. Рядом с рестораном есть небольшой симпатичный прудик с карпами. Вообще территория отеля хоть и компактная, но весьма ухоженная и уютная. Много деревьев и цветов, везде располагаются фигурки танцующих тайцев. Есть массивные деревянные качели-лавка, но рядом с ней стоят пепельницы, и некурящим на ней будет некомфортно от запаха табака. Отель располагает небольшим открытым бассейном, размещенным во дворе основного корпуса. Большую часть дня он находится в тени, что является дополнительным плюсом для тех, кто не очень любит купание под солнцем. Вода в бассейне приятной температуры, а глубина меняется от 1,5 до 1,80 м. Вокруг располагаются шезлонги, часть из них на солнце, часть в тени. Полотенца для бассейна и они же пляжные находятся на ресепшене. Около бассейна есть зона джакузи, которая запускается сотрудниками по просьбе. Мы, увы, узнали это слишком поздно, как и то, что есть еще одна зона с джакузи на крыше одного из корпусов, которую можно посещать до 6 часов вечера, причем включать ее самим. Рядом со взрослым бассейном есть детская зона с неглубоким лягушатничком и прилегающей к нему игровой горкой. А еще к бассейну примыкает одной стороной ресторан «Анна», в котором можно пообедать, не отходя далеко от отеля. Сотрудники отеля не владеют русским языком, однако достаточно хорошо говорят на английском. Стоимость 7 ночей с завтраками обошлась в 8280 бат. Оплатить можно как заранее по курсу, если есть зарубежная карта, или на месте наличными в батах. Депозита с нас никакого не брали. Подводя итог, отель неплохой, не дам ему 5 звезд, скорее твердая 4. Инфраструктура вокруг отличная, магазины, рестораны, ночной рынок в пешей доступности. Соотношение цена-качество вполне удовлетворительное, если сравнивать с 4-5 звездочными отелями в этом районе. В идеале освежить мебель в номерах, добавить больше европейской кухни на завтрак, сделав 50/50 в отношении к азиатским блюдам, положить инструкцию к программированию сейфа в номере и сообщать о всех активити в виде джакузи в момент заезда. А у меня на этом все. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам было полезно.